Девочка, доброе утро. Ты знаешь, кошечка, что сегодня уже 7 июня. Времечко летит со страшной силой, да, кошка? Да тебе все равно, я знаю. Тебе лишь бы спину твою чухали. Ну чё ты злая такая? Ты по субботам особо яростный дебош мне устраиваешь, да? Вытащил детей поиграть в бадминтон с утра. Сейчас вон они там на батуте напрыгаются и будем как-то пробовать. Хотя ветер такой, я не знаю, как у нас получится. Но я счастлив хотя бы, что мы так вышли. Это моя младшая дочка со своей подругой. Ну, вот, старшая дома. В общем, мы уже наигрались. Ветер не позволяет сильно нормально поиграть. Ну так, немного побуцали валанчик. Малые он отвисают на всяких качелях, каруселях. Сейчас пойдем в сторону магазина закупаться всякими чипсами и так далее. Ну, хоть не сигаретами и пивом. Вот так погуляли. Погода мерзкая. Дождик даже капал, пару капель. Прохладно, я что-то замерз, приседаю, тут хожу, машу руками. Слушаю сейчас от чата GPT справку информационную по системе Human Design. Я когда был в учеб-центре на встрече этой, вот эта женщина, оператор, она как бы долго мы с ней общались, и она не чужда всяким таким веяниям эзотерическим, и она предположила, кто я по этой системе, там какой-то, она говорит, возможно, ты манифестирующий генератор, ну, там, дату рождения мою посмотрела, думаю, что за бред, что за система такая, и вот это все, короче, ходил вокруг да около, вспоминал периодически про нее, ну, думаю, надо посмотреть, ну, и забываю постоянно, а это утром подписывал видео вчерашнее, там, по поводу того, что я прожекты люблю составлять. Прожектор, думаю. Прожектор Капранхед. Вот. И такой спросил у чата GPT, что означает прожектор. И он там написал что-то, ну, типа, там, для просмотра фильмов, туда-сюда, типа, устройство. Ну, и в системе Human Design там тоже кто-то, короче, я такой, о, точно вспомнил, что я же хотел глянуть, что это такое Human Design. Ну, и мне такое совпадение показалось интересным. То есть, и я услышал не так давно об этой системе, и как бы тут она откуда ни возьмись вылезла в чате GPT, да, при простом вопросе каком-то о слове прожектор. Ну, в общем, думаю, надо смотреть, это что-то значит. И вот только что он мне прочитал общую справку, что это вообще такое. Определил, моя мама, слава богу, знает точную дату моего рождения, в смысле не дату, а точное время моего рождения. Вот, и получается, я ему сказал все, и он там определил, кто я по этой системе. Сейчас готовит мне там какие-то еще уточнения, короче, и прочие вещи. Сейчас вот выключу и послушаю, что он там написал. Я скинволкер? Да. А кто я? Ну, животное какое? Ну, скинволкер. О, он походу какает, смотрите. Или она. Да, он уже навалил он кучу. Дети, блин. Ладно, что, идем дальше? Да. Солнышко вышло, круто. Потопали. Скинволкеры, погнали. Вон они, скинволкеры. Вот такое новое слово я узнал сегодня. Короче, угорите, дети. Есть такая штука, дизайн человека называется. Можете представить? Дизайн человека называется. Human Design. Это, короче, такая система. Ну, она, типа, это не официальная, короче, эзотерическая штука такая. Не знаю, знаете вы, что такое эзотерический? Да. Ну, это что-то про духовность. Да, знаю. Вот. И, короче, ты берешь свою дату рождения и точное место. И точное время, максимально точное время своего рождения. Ну, вот, я, слава богу, знаю это все. И я, короче, сказал чату GPT, типа, посмотри по этой системе, кто я. Он определил, что я там определенный тип личности. По дате рождения и времени просто посмотрел. Ну, уже вот как называется. Вот, он все туда подставил, посчитал. Натальную карту сделал. Ну, типа что-то, да. И он рассказал, короче, кто я, что я и как я должен жить, типа, дальше. Чтобы мне было по кайфу, прикинь. Судьбы. Ну, типа, наверное, что-то такое. Это нумерология. Ну, там смесь. Это, короче, вот что-то из нумерологии, там и квантовая физика, и что там только в этой системе не задействовано. Короче, знаете, что я манифестирующий генератор.
Дегенератор? Генератор чего? Не, Энергии? не дегенератор, а генератор. А я не знаю. Ну, я не знаю чего, я еще не разобрался. Телефон заряжать? Там очень все сложно. Ну, вот так вот дети, короче, надо мной угорают. Говорят, сейчас меня можно телефон заряжать. Ладно. Ну что, я гуляю тут с чатиком GPT. И разбираем вот эту систему Human Design. Ну и сопутствующие всякие моменты, которые из нее вытекают. В общем, мне так все понравилось. Там этот тип все четко про меня, туда-сюда. Жене говорю, слушай, вот это. Совпадает она? Да, совпадает со мной тоже. Думаю, окей. В общем, вышел на прогулку, говорю, слушай, говорю, Капроновая голова, давай-ка расскажи мне про эту систему полностью, что она из себя представляет, как возникла, прям как она сейчас выглядит, как монетизируется, как устроена. В общем, полностью мы ее разобрали, вплоть до того, кто владеет правами, сколько приблизительно эта индустрия оборачивает миллионов долларов в год и так далее. В общем, построена она, наверное, так, навскидку на эффекте Форера, так называемого, если я не ошибаюсь. Ну, вроде так GPT-шка говорила. Эффект нам всем знакомый, я думаю. Единственное, что не знаем, как это называется. Да, большинство не знает, как и я не знал, вот пока он мне только что не сказал. То есть это когда ты слышишь какой-то обобщенный, размытый портрет, допустим, да, портрет, и видишь в себе эти качества, допустим, да, там, ну, условно говоря, эксперимент проводился так. Взял этот Форер в 48 году, по-моему, 1948, обобщенное описание там каких-то личностных качеств человека, дал его совершенно разным людям, и все они там увидели себя. То есть вот это и называется этим эффектом. Когда ты получаешь настолько общую информацию там в отношении своих личностных качеств, которую можно, ну, вообще прям ко всем отнести. Каждый, услышав ее, скажет, ну да, ну, типа, ты там сочувствуешь людям, или ты там честный, ты там добрый, ну, что-то такое. Вот, так это и работает. Вот этот эффект Форера. И на этом эффекте, собственно, базируется Human Design и подобные ему системы. Когда человек услышал, да, это точно про меня, и все, и он вовлекается. И дальше уже, если у него критическое мышление отсутствует, я так понимаю, это ключевое качество, которое нужно, чтобы эта система работала, то тогда, значит, добро пожаловать в эту движуху, плати денежки, мы тебе напишем, как тебе дальше жить, обучим, если ты более смышленый и по другим качествам, короче, не очень хороший человек, они тебя научат, как на этом заработать, как это применить как бизнес-модель, ну и так далее. Поэтому веселая штука, но, к сожалению, как и все в этом мире, мышеловка. Такие дела. Ну, мне понравилось хотя бы потому, что я с GPT весело пообщался. Мы протестировали меня на всяких потом других тестах типа большой пятерки, которые академическая психология хотя бы как-то там признает, да, и это что-то доказано какими-то опытами. Вот, там сделали мне темную триаду, ну и другие вещи всякие. В общем, довольно интересно провела время благодаря этому Human Design. Ну а так, конечно, да, фигня, ребята. Поэтому не ведемся, держимся. Интересно, вот что подумал. Я тут сказал, если, в общем, ты человек без критического мышления, то тебе этот Human Design начинают продавать, да, ну и подобные системы продавать, как тебе дальше жить и так далее. А если ты, типа, имеешь какие-то плохие качества, то они тебя научат самого продавать. И вот у меня что-то, я думаю, а что я так вот решил? Вот у меня в голове какая-то странная установка, что человек, который идет в такие схемы, там, ну, неважно, успешный успех, вот это сейчас там всякие коучинги и прочая фигня, которая базируется, ну, там, на какой-то хрени, да, и становится там сам тренером потом и так далее. То есть у меня четкая связка в башке, что он человек нехороший. То есть у него какие-то есть качества внутренние, когда он, ну, почему-то я думаю, что он понимает, что это все фуфло, но тем не менее, как бы, видит выгоду в этом и продолжает этим заниматься. В общем, по темной триаде он там не очень человек хороший. Вот, а я так думаю, ну, как бы, по логике, но он же может верить в это и, типа, наоборот, думать, что он благо совершает. Ну, так, если
вторая версия, да, то есть как бы люди пришли в этот Human Design, настолько в него уверовали, что решили дальше его проповедовать, да, не только быть клиентом сами, но еще и типа нести это в мир. Ну, допускаем, что это есть. Ну, наверное, должно быть, да, по логике. Но в моей голове почему-то всегда люди, которые этим занимаются, вот они уже почему-то со знаком минус. Я не знаю, что это. Надо спросить у чата GPT, кстати. Вот я сейчас хвалил его, что он там все рассказывает. Вот сейчас я у него спрошу. Это явно что-то похожее типа на ложную универсализацию, только что-то другое. Ну, типа, я вот всегда считаю этих людей, короче, негодяями, если так, ну, по сути, да, сказать. Вот. Я думаю, блин, они понимают какое-то фуфло, но продолжают его напаривать. Допустить, что они не понимают, вот я почему-то не могу. Хотя логично, что так может быть. Странно. Сейчас узнаем, что Капроновая голова по этому поводу думает. Так, ну вот что говорит Капронка. Это сочетание нескольких когнитивных механизмов. Первый. Атрибуционная ошибка. Склонность объяснять чужое поведение внутренними качествами. Например, жадностью, злобой, а не внешними обстоятельствами или искренними мотивами. В твоем случае, когда видишь, что кто-то продает сомнительные идеи, ты автоматически приписываешь этому сознательное зло, а не допускаешь, что человек может искренне верить. Ну, это именно то, что я ему как бы в примере давал. Второе. Черно-белое мышление. Вот это вообще обидно слышать, ну, походу есть. Склонность воспринимать людей и их мотивации в крайних категориях. Либо добрый и честный, либо плохой и лживый, без серых оттенков. Третье. Недоверие к искренности. Skeptical bias. Так он пишет по-английски здесь. Подсознательная неготовность поверить в искренность других, особенно когда их поведение кажется тебе сомнительным или вредным. Почему мозг так делает? Вот это прям самое интересное. Это защитный механизм. Если ты примешь, что человек может искренне верить в фигню, которую ты считаешь обманом, то это ставит под сомнение твое понимание мира и вызывает внутренний конфликт. Проще и безопаснее считать, что человек просто хитрит и пользуется ситуацией, так как ты защищаешь свои ценности и чувствуешь контроль. Вот как-то так. Итог. Твое искажение – это автоматическая склонность объяснять чужое поведение негативными внутренними мотивами, атрибуционная ошибка, усиленная черно-белым мышлением и недоверием к искренности. Умом ты понимаешь, что так бывает не всегда, но подсознательно этот стереотип держится очень крепко. И тут он ключевой говорит: если хочешь, могу помочь с техниками, которые помогут снизить это искажение и применить более гибкие взгляды. Скажу, не хочу, мне нормально и так, в принципе, поэтому извини. Вот такая вот Капроновая голова, короче, умная и все раскладывает. Поэтому можно экономить на психологах. Чувствую, я сам скоро им заделаюсь и буду, за деньги вместе с ним консультировать людей по Human Design. Он мне там даже сказал, как можно в эту структуру влиться. Чуть ли там, говорит, я тебе распишу план, как досконально зайти в эту схему, которая та единственная официальная, типа. А, говорит, хочешь, можем сделать даже неофициальную, типа. Ну, на примере ее мы сделаем свою, типа. Хочешь, распишу шаги. Короче, заступил на смену там какой-то бизнесмен GPT и плюс еще, короче, жополиз вечно. Говорит, ой, как ты классный вопрос задал. Ой, ты там все точно видишь, понимаешь. В общем, такое. Заканчивается моя прогулка. Прошел я всего 8 километров за час 40, что-то такое, я не спешил. В общем, иду в этих же лопатульках, что и вчера. Видно, кстати, как брыжется вот ткань здесь сверху. То есть они по полноте великоваты. Вот затянуты, из-за этого, наверное, брыжется. То есть там спереди так свободно, мне хорошо. Понравилось, кстати, я когда вышел, только дождь прошел, я шел там по полю, по травке. То есть я прям промокли они, я почувствовал довольно быстро, кстати, почувствовал носками уже, что ноги мокрые были. И довольно быстро это ощущение прошло, не знаю, через полчаса уже я ничего не слышал там какой-то влажности. И так вот сверху щупаю, все сухо. То есть то ли они уже испарили эту влагу, не знаю. Сейчас дома проверю, как там, в каком состоянии носки. Ну, носки тоже там не трекинговые, а просто спортивный андер. Вот, они, я так понимаю, на испарение отлично работают.
В общем, заценил я как бы, хоть и без мембраны, но довольно быстро неприятных ощущений от влажности уже не было. Ну вот. Ну, такая прогулка. Короче, все, кто увидит этот ролик и так, в принципе, знал, что я по системе этой Human Design манифестирующий дегенератор, как сказала моя дочка. Ну, а я для себя эту тему закрыл. В общем, фуфло, как и все остальное. Так что до завтра.